Бумеранг. У каждого человека постоянно крутятся в голове какие-нибудь мысли. Если пустить этот процесс на самотек, верх возьмут негативные мысли, потому что нас больше всего волнует то, что пугает, тревожит, беспокоит, гнетет или вызывает недовольство. Так на протяжении тысячелетий формировалась психика человека под воздействием деструктивных маятников, которым выгодно держать человека в страхе, чтобы успешно манипулировать. Именно поэтому люди смутно представляют себе, чего они на самом деле хотят, но точно знают, чего не хотят. Давать волю негативной мыслемешалке означает вступать в игру с деструктивным маятником и излучать энергию на его частоте. Это очень невыгодная привычка. В ваших интересах сменить ее другой привычкой, сознательно контролировать свои мысли. Всякий раз, когда ваш разум ничем особо не занят, например, вы едете в транспорте, просто гуляете или делаете работу, не требующую концентрации внимания, включайте в себе позитивные мысли. Не думайте о том, чего вы не смогли достичь, думайте о том, чего вы хотите добиться, и вы это получите. Допустим, вам не нравится дом, в котором вы живете. Вы говорите себе: «Мне осточертел этот дом. Меня здесь все раздражает. Вот когда я перейду на новое место, я буду радоваться, а пока не могу ничего с собой поделать, ненавижу». Учтите, с такими мыслями вы не получите то, что ожидаете. Даже если переезд на новое место вопрос решенный, в новом доме вас ждет масса разочарований. «Ладно, — скажете вы, — но я же покидаю этот сарай и переезжаю в роскошный особняк. Какие еще разочарования могут меня там ждать? На этот счет можете не беспокоиться. Чем больше неприязни вы испытываете к приютившему вас домику, тем больше неприятных неожиданностей вас ожидает в новом дворце. А неприятности будут самого разного рода. Краны будут ломаться, краска слезать, стены рушатся, соседи донимать, в общем, будет все, чтобы сохранить параметры вашего негативного излучения. Новый дом или старый, какая разница? Всегда найдутся линии жизни со всеми удобствами, где вы по-прежнему будете недовольны. В пространстве вариантов для вас имеется множество роскошных домов, где вы будете чувствовать себя, как в аду. Если же вам пока некуда переехать, тогда тем более вы так и останетесь жить в опостылевшей вам обстановке. Ведь вы не настроены на чистоту той линии жизни, где вас ждет дом вашей мечты. В данный момент вы думаете о том, что вам не нравится, излучаете негативную энергию, и она как раз подходит к той линии, на которой вы находитесь. Поэтому вам придется торчать на ней до тех пор, пока вы не измените частоту своего излучения. А сделать это не так уж и сложно. Во-первых, смиритесь и откажитесь от недовольства и неприязни. Всегда и во всем можно найти хорошие стороны и поводы для маленьких радостей. Пусть дом вам не нравится, но вы должны быть ему, по крайней мере, благодарны за то, что он приютил вас. На улице дует ветер, идет дождь. Дом принимает это все на себя, а вас оберегает и согревает. Разве хотя бы это не заслуживает благодарности? Если вы сейчас благодарны тому, что имеете, если вы испытываете любовь ко всем вещам, которые вас окружают и помогают вам существовать, вы излучаете позитивную энергию. Тогда, если захотите, вполне можете рассчитывать на улучшение своих условий. А когда будете переезжать, обязательно поблагодарите все, что вас окружало. Даже те вещи, которые вы выбрасываете, заслуживают благодарности. В такие моменты вы транслируете в окружающий мир позитивные колебания, и они обязательно к вам вернутся. Во-вторых, думайте о том самом доме, который хотите иметь. Это делать сложнее, чем раздражаться от вещей, окружающих вас в данный момент. Зато цель того стоит. Что лучше, привычно реагировать, как устрица, на внешние раздражители, или сделать небольшое усилие и сменить свои привычки. Смотрите рекламные проспекты с фотографиями домов, ходите по магазинам в поисках предметов обстановки, живите всеми мыслями о том, что хотите иметь. Мы всегда имеем то, что прочно владеет нашими мыслями. Наши мысли всегда возвращаются к нам бумерангом. Можно привести еще много примеров того, как ваше негативное отношение может испортить вам жизнь.
Допустим, вы собираетесь в отпуск на юг. А сейчас, там, где вы живете, погода просто отвратительна. Вы идете по улице, ежитесь от холодного ветра и мокнете под дождем. Понятно, радость от такой погоды трудно испытывать. Тогда будьте хотя бы нейтральны, чтобы игнорировать этот деструктивный маятник. Если же вы активно выражаете свое недовольство погодой, это значит, что вы принимаете маятник и раскачиваете его еще больше. Вы говорите себе: вот скоро я приеду на юг и буду радоваться солнцу, теплому морю. А сейчас, будь проклято это болото. Так вот, при таком отношении вы не настроены на линию жизни, где вас ждет райское наслаждение. Вы туда и не попадете. У вас уже и билет на самолет есть. Ну и что? Вы будете лишь в пункте назначения, но вас там ждет плохая погода или другие неприятности. Хотя все наладится, как только вы настроитесь на позитивную частоту. Очевидно, недостаточно не впускать в себя негативную энергию. Нужно еще самим не излучать таковую. Например, вы в раздражении накричали на кого-то. Можете быть уверены, вслед за этим у вас будет какая-нибудь неприятность или проблема. В данном случае параметры вашего излучения удовлетворяют линиям жизни, где вы испытываете раздражение. Вот туда вас и переносит. На этих линиях плотность неприятностей выше среднего. Не нужно успокаивать себя оправданием, что, дескать, этой неприятности и так было не миновать. Мне нет нужды убеждать вас или что-то доказывать. Просто понаблюдайте сами, как за любой вашей негативной реакцией следуют новые досадные вещи. Вывод из всего этого очень простой и понятный. Вы всегда находитесь на тех линиях жизни, параметрам которых удовлетворяет ваше энергетическое излучение. Вы впускаете в себя негативную энергию, неприятности будут в вашей жизни. Вы излучаете негативную энергию, она к вам вернется в виде новых проблем, как бумеранг.